Этот редкой красоты кустарник влюбил в себя многих садоводов и коллекционеров растений. Его заслуга в том, что он может расти как на открытых местах, так и в тени, и при этом выглядеть просто шикарно, причем весь сезон. Называется это красивое вечнозеленое растение пиерис. Родом он из Восточной Азии и Северной Америки. Пиерис относится к той редкой группе растений, которые красиво выглядят на протяжении всего года. Он привлекателен разнообразием ярких окрасок листвы, уходящей во всей своей красе под снег, и гроздями ароматных цветов, наслаждаться которыми можно уже с начала весны. Кроме этого, при должном уходе пиерис достаточно универсален и сможет расти как на солнечных участках, так и в притененных местах, например, под кронами деревьев. Этот эффектный вечнозеленый кустарник можно с успехом выращивать не только в саду, но и в контейнере, украсим его балкон или террасу. Друзья, я уверена, что среди вас есть садоводы, которые уже знакомы с этим замечательным растением. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания пиериса. Я буду благодарна всем вашим советам, комментариям и лайкам. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Пиерис не отличается скоростью роста и нарастает довольно медленно. Размер взрослого куста составляет около 1–1,5 метра. Хотя на своей родине встречаются высокорослые экземпляры пиериса высотой до 6 метров. Особый нарядный вид растению придают молодые побеги и листья алых, медно-красных, розовых, белых и прочих ярких оттенков, которые собраны пучками на концах побегов в виде спирали. Плотная вечнозеленая листва пиериса выглядит всегда привлекательно. Она удлиненная и глянцевая. В зависимости от сорта достигает длины от 2 до 10 см. Из представителей своего рода в садоводстве наиболее распространен пиерис японский. Его полюбили не только за высокую декоративность и ароматное цветение, но и за выносливость к морозам. Именно этот вид способен переносить морозы до минус 30 градусов. Поэтому пиерис японский хорошо прижился в садах средней полосы. Яркий пиерис просто шикарно смотрится в саду группами и хорошо сочетается с многими растениями. Из него получаются красивые композиции и невысокие плотные живые изгороди. Уже в начале весны кусты покрываются множественными соцветиями, состоящими из ароматных цветков, которые по виду напоминают ландыши. Его удлиненные колокольчики бывают белыми, розовыми и даже красных оттенков. Цветочные метелки составляют в длину от 5 до 12 см. Распускаются они с марта по май. В это время сад наполняется чудесным весенним ароматом. После на месте отцветших цветов завязываются семенные коробочки, которые смотрятся по-своему привлекательно и украшают растения до самой глубокой осени. Среди пиерисов существует много очень красивых и высокодекоративных сортов. Однако стоит выделить сорт, который был награжден премией от Королевского садоводческого общества Великобритании. Называется он Флеминг Сильвер. Этот пиерис восхищает не только своим обильным и ароматным цветением, но и неповторимым, яркими красками побегов и листьев, которые меняют свои тона в зависимости от сезона. Более того, именно эта разновидность пиериса отличается от других своей выносливостью и довольно хорошей устойчивостью к морозам. Его кусты красивой округлой формы в наших условиях не превышают 1 метра в высоту. У этого пиериса декоративная кожистая листва с характерным глянцем и белой каймой. Флеминг Сильвер удивляет своей красочной палитрой. Весной молодые листья имеют бронзово-красные тона. В сочетании с более взрослой зеленой листвой и множеством ароматных соцветий, белых колокольчиков, выглядит это просто фантастически. Уже в апреле куст покрывается массой кистевидных соцветий, которые источают потрясающий аромат. Цветки не крупные, удлиненные, чисто белого цвета. Стоит отметить, что пиерис относится к семейству вересковые, а это значит, что он предпочитает расти в рыхлом, влагопроницаемом грунте с кислой реакцией в пределах от 4,5 до 5,5 pH. Щелочную почву он не терпит.
Для посадки можно использовать кислый торф и готовый покупной субстрат для голубики или рододендронов. Перец хорошо выдерживает тень, но он также сможет расти и на солнце, при условии, если его вовремя поливать и замульчировать приствольный круг. Для этой культуры очень важно, чтобы почва надолго не пересыхала. Если вы не уверены, что сможете обеспечить растению своевременный полив, то его лучше высадить в полутени. Для мульчи можно использовать кору или хвойный опад, который будет постепенно подкислять почву. К тому же толстый слой мульчи не только хорошо удерживает влагу в земле, но и послужит дополнительным укрытием корневой зоны от мороза. Перец хорошо поддается стрижке. Более того, кусты необходимо своевременно обрезать, удаляя старые, поврежденные и сухие ветки. Такая процедура проводится ранней весной, до начала активной вегетации. Она стимулирует рост новых побегов и обильное цветение. Отцветшие соцветия также стоит удалять. Поливают кусты только мягкой водой, так как жесткая водопроводная со временем ощелачивает почву. Удобряют перец комплексными составами. Для него подойдут удобрения для гортензий, азалий и рододендронов. Перцу, как и всем декоративным культурам, необходим зимний покой при низких температурах. Он хорошо переносит морозы до минус 20-30 градусов, в зависимости от разновидности и сорта. Но в регионах с суровыми зимами ему потребуется укрытие. При контейнерном выращивании растений их на зиму заносят в прохладное, светлое помещение. Чтобы защитить вечнозеленую листву от палящих лучей весеннего солнца, кустики можно укрыть белым агроволокном. Также стоит учесть, что этот вечнозеленый кустарник не выносит сухой ветер, засуху и постоянный застой влаги в корнях. Однако осенью очень важно провести влагозарядный полив кустов с их последующим мульчированием. Еще хочу добавить, что перец относится к ядовитым культурам. Все части этого растения ядовитые. Яркий красивый перец часто применяют для оформления садов в восточном стиле. Его красочные кусты будут отлично смотреться в любой части сада, особенно в тенистых местах. Он составит отличную компанию вечнозеленым рододендронам, леукотоэ, верескам и гортензиям, которые тоже предпочитают расти в грунте с кислой реакцией. Посадив красочный перец в саду, вы украсите свою территорию уже с ранней весны и до самого снега. Уверена, что это растение станет одним из самых любимых в вашей коллекции. Если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.